счастье. Всем девам счастье. Девам, королевам, не могу просто говорить. Девы, счастье вам. Девы, королевы, короли. Счастье вам. Вы действительно осаночку сразу ровно, все аккуратненько, все собрано, все чистенько, по-королевски. Ведет себя та дева, которая реализована. Вытирать, подтирать, чистоту наводить – это побочное, то, что вы любите. Вы очень чистенькие, очень аккуратненькие. Но это не основа и не база вашей жизни. Вы должны себя реализовать. Тогда вы себя, конечно, вот в этой стати чувствуете. Ну что, смотрим, что, с чем пришел к нам июль месяц. Итак, следим за вашим управителем. Ваш управитель Меркурий. Да, девы – земной знак, но управляет вами Меркурий. Поэтому вы отличаетесь и от земных тельцов, и от земных козерогов, несмотря на то, что вы одна стихия. Ваша стихия Земли не такая устойчивая и прочная, приземленная, как это в тех двух знаках. Вами управляет Меркурий, легкий Меркурий, но очень осознанный. Это не тот Меркурий, который принадлежит близнецам. Это Меркурий другого характера. Степенный, спокойный, аккуратненький, все выяснить, все по полочкам разложить, план написать, схему составить. Дневники девы часто пишут. Вот часто любят писать девы дневники. Даже не для того, чтобы что-то там потом запомнить, а именно для того, чтобы изложить себе вот этот план, вот эту вот схему. Поэтому, конечно, следите за Меркурием. И мы четко сейчас посмотрим, как себя будет вести в первую очередь Меркурий в этом месяце. До 10 числа Меркурий для вас будет находиться до 10, потому что он 3 раза поменяет дом, он перейдет 3 раза. Значит, до 10 числа будет находиться в секторе, который отвечает за карьеру. Вот здесь вот действительно собрать всю свою стать, потому что по карьере какие-то предложения вы сами вносите, к вам обращаются по поводу карьеры, экзамены сдаете, проходите интервью, собеседования, вполне может быть. Обрабатываете какие-то документы, какие-то к вам поступают, вам с этими документами нужно работать, разложить все документы, отправить, сделать какие-то телефонные звонки, назначить какие-то встречи. То есть вы делаете все, что связано, получаете информацию, обрабатываете ее. И вся эта информация в секторе работы, карьеры, учебы. Следующее, смотрим дальше направление, куда идет ваш управитель. Дальше ваш управитель с 11 числа в 11 сектор переходит. Уже тут его немножко энергия Меркурия другая будет. Переходит в 11 сектор. Это сектор духовности. Это сектор, где ты хочешь какие-то философские учения опознать. Ты хочешь столкнуться с какой-то новой культурой. Тебя куда-то тянет какие-то раскопки сделать, сделать какие-то публикации, все, что связано с музеи, выставки, иконы, посещение определенных таких мест, которые вызывают какие-то учения. Здесь могут быть иностранные компании, в которые вы куда-то себя предлагали или отправляли заявку. Вы встречаетесь с иностранными людьми и изучаете, возможно, их культуру, изучаете, возможно, их язык. То есть как-то это связано, или ваше новое философское течение связано с этим. Это тоже по Меркурию. Дальше что? Следующее, что делает ваш Меркурий? И смотрите, 19 числа Меркурий делает, не Меркурий, Лилит. Лилит – это эффективная точка, это не планета, это эффективная точка, и она делает транзит. Находилась в Тельце,
9 месяцев стояла в Тельце там с Ураном. Сейчас делает транзит и переходит в Близнецы, то есть к управителю Меркурия. Лилит туда переходит на 9 месяцев с 19 июля по 22 августа, по 29 августа 2022 года. То есть 9 месяцев будет стоять, смотрите, в Близнецах. То есть будет управлять, контролировать, мешать Меркурию, вашему управителю. И настолько Лилит здесь себя вольно ведет, объем работы ей огромный, потому что что такое Меркурий? Информация и торговля. Бог торговли – это Меркурий. Бог информации – это Меркурий. Вот какой огромный спектр, где Лилит может разбежаться. Поэтому, конечно, в течение этих 9 месяцев внимательно смотрите, где находится ваш управитель, потому что постоянно, что в прямом движении, что в ретроградном движении, будет делать козни, сплетни, наговоры, искаженная какая-то информация, что-то перепутал, что-то не дослал, послал бумагу не на тот адрес послал, даже электронная почта отправил, ты знаешь, что ты отправил, никак не можешь получить результат, ждешь результат, начинаешь звонить, они говорят, мы не получили. Как я отправил? Отправил не туда, не дошло. Кто-то вам послал информацию, ждет от вас ответ, а вы не реагируете. Опять-таки тоже, то есть все, что связано вот с передвижением информации. А большой-большой атtention делайте, большое внимание уделяйте этому, потому что здесь проказы свои будет выпускать будет Лилит. Когда Лилит находится в Близнецах, то есть управляет там, она там управляет, а она там, не Меркурий ею управляет, а она начинает там себя баловаться, себя вести так недостойно, непристойно вести. Так вот, для дев это всегда зависть, начинают вам завидовать. Это оговорить, это интригу сплести, это как-то всегда захочется этой Лилит выбить из-под вас стул, то есть как-то все это завести. Поэтому, конечно, для чего мы знаем эти все аспекты, для чего это мы все слушаем? Только для того, чтобы этим процессом управлять, чтобы не Лилит управляла вами и распоряжалась вами, а вы, зная эту информацию, внимательно за этим делом смотрите и следите. Может быть, особо не бросайте, не показывайте свое, что-то новое купили, приобрели, чтобы оно не так бросалось кому-то в глаза, потому что вот на таком аспекте всегда эта зависть, она прям как-то немножко в очень обостренном состоянии. Особо на показ не показывайте. Даже, может быть, даже в кругу своей семьи. Особо не докладывайте. Если вы куда-то вложили деньги, может быть, вы начали какое-то строительство, может быть, вы еще какие-то финансовые сделали, может, покупки сделали какие-то. Пройдет чуть-чуть время, потом скажете, ой, так вот удачно сложилось, так удачно. То есть не показывайте это на показ, потому что вот так будет ваш действовать Меркурий. То есть, если вы это себе посадите хорошо в правило, то вы будете этим процессом управлять, а не процесс вами. Следующее, смотрите, вот про Лилит я вам сказала. Дальше. 10 числа будет новолуние тоже в 11 секторе. И в 11 секторе там уже будет с 10 перейдет в 11 к вам, перейдет туда Меркурий. Да, вот захочется, понимаете, подвести какой-то итог, именно что-то, философию подвести под чего-то. Вот философия жизни какая-то образуется. Вы немножко духовно подниметесь на другой уровень. Духовно захочется, не только материально, не только рутина, в которой вы хорошо ладите в этой рутине, но и захочется духовности. Немножко как-то
себя поднять на другой уровень, возможно, литературу какую-то почитать определенную, может кто-то даже медитации сделает, молитвы почитает. То есть вот такой вот период будет на новолуние. Подведете здесь, не подведете итог, а захотите планы построить, планы сделать, наметите себе что-то, а вы хорошо себе намечаете. Причем то, что вы намечаете, вы делаете, вы доводите до конца. Может быть, не так активно, быстро, но вы постепенно, потихоньку вы доводите до конца. Следующее, что событие, которое тоже будет влиятельным, важным, это божественная небесная парочка Марс и Венера, о которой мы сейчас тоже подробно с вами поговорим. С 1 по 22 число Венера будет находиться во Льве. Львы, Венеру очень ждут, ей там очень хорошо. Как только Венера туда зашла, львы ее посадили на трон, на самое высокое место. Они знают, как пользоваться энергией Венеры. Ей здесь как комфортно Венере, очень хорошо, она задействована. Она здесь абсолютно отвечает требованиям себя показать, себя презентовать, себя на троне нести, держать. И также с 1 по 29 также будет находиться Марс. Марс тоже качественная энергия Марса. Мы с вами состоим из двух энергий. Любое живое существо всегда задействованы две энергии. Для того, чтобы живое существо создать, задействуются две энергии. Это мужская Марс и женская Венера. Смотрите, когда находится Марс во Льве, это энергия качественного очень Марса. Это энергия Марса и от Овна, и от Скорпиона. Вот такая энергия Марса. Она очень качественная, сильная, молодая, напористая, делать, решать, действовать, но очень осознанно, степенно, спокойно, продуманно, достойно. По Скорпиону вот эти вот две энергии в одном Марсе, вот такой качественный, роскошный Марс. И 11 числа, находясь во Льве, потому что они почти месяц там будут находиться, но 11 числа они делают соединение, эти две энергии. Для вас это очень закрытая функция, будет закрытая энергия. Настолько захочется ее отправить на самого себя побаловать, о себе подумать, о себе позаботиться, что-то себе приобрести, что-то себе купить. Если есть любимый человек, вот именно закрыться, совсем не захочется никакой публичности. Вот эта энергия такая качественная, она направлена на свою семью, на самого себя, на вас внутреннее состояние. Закрытая такая энергия, настолько не захочется ее выпячивать никуда. Тем более, что вскоре 19 числа зайдет Лилит, и она вот эту вот зависть, чтобы не вызвать никакую зависть ни у кого. Потому что зависть по-всякому реагируют люди, по-всякому зависть себя ведет. Бывает черная, бывает очень хорошо черная. Поэтому захочется эту достойную, сильную, гармоничную и качественную энергию на самого себя, на свою семью, на свои отношения к себе персонально. Вот так вот у вас отыграет вот эта вот парочка. Ну, она следом потом зайдет к вам. Вот тут уже будет другого качества. Она следом, уже на следующий месяц, друг за другом они зайдет. Это просто божественное, просто эти любовники. Это просто с неба спускается эта парочка, заходит к вам. Она будет уже себя вести там по-другому. Вы получите от нее другую энергию. Но вот на этот аспект, эта энергия именно на самого себя. Закрыться со своей семьей, закрыться со своим любимым человеком. И на себя отправить, на вас, чтобы это очень уберечь от какого-то другого глаза. Дальше что еще будет? Ну вот 24-го будет полнолуние, но будет у вас в секторе работы и здоровья.
Ну, тут тоже итоги подведете по своей работе. Вы прекрасно, работники, вы чудесные, вы очень ответственные, с вами вы очень надежные работники. И, конечно, в любом отделе, если вы находитесь или вы руководите каким-то заведением, то там и порядок, там все по полочкам разложено. А тут подведете итог, насколько вам это нужно, как вы работаете, сколько вы там заняты на работе. И, туда подальше к 24 числу я сделаю отдельное видео по полнолунию. Ну и вот 28 числа ретроградный Меркурий будет тоже менять направление. Он находится в Рыбках у себя дома очень хорошо. Не Меркурию, Юпитеру. И заходит назад, там, где он находится в течение всего года, заходит к Водолеям. Да, вы будете чувствовать этот Юпитер именно ваш, потому что легкий. Меркурий легкий сам по себе. Сразу почувствуйте эту энергию. Но это будет в конце месяца, когда Юпитер поменяет свое направление, вы сразу почувствуете, что на вас это очень сильно прям волной отражается. Тоже по сектору здоровья это. Вы улучшение своего здоровья почувствуете, если вы принимали какие-то лечения, может быть, вы проходили после реабилитации, после какого-то операции, вмешательства какого-то, вы будете на улучшение уже пойдет ваше состояние. Так же, как и по работе, по карьере пойдут дела в гору. Ну вот плюс-минус вот такой вот месяц для вас. Абсолютно. И не забывайте, ваша просто нить всего года. И она к вам пойдет и на следующий год. Это точно то же самое, эта красная нить тянется. Два состояния у дев, королев. Два состояния. Хорошо и очень хорошо. Как у тебя дела? Хорошо. Или как у тебя дела? Очень хорошо. Только так. Это по-королевски. Это чисто для девы. Не 2, не 1,5. Как ты? Ну, у меня так. Это нет. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вот эту свою осанку сразу на место по-королевски держать. У меня хорошо или у меня очень хорошо. И никому не надо вникать и разбираться, как у меня. Сам разберусь, сама разберусь. Хорошо или очень хорошо. Это девиз всего года. И на следующий год тоже это же пойдет. Ну что, я вас бесконечно, дев, уважаю. Обнимаю, люблю. И до следующих встреч. Всем пока. Спасибо, девы, за поддержку. Спасибо за лайки. Спасибо за просмотры. Обнимаю вас.